Всем привет, с вами Дэн, и впервые и наконец-то на канале Islander микробренд от Марка, и владельца Long Island Watches из США. И вот он несколько лет назад сделал свой такой микробренд. Сначала выпускал хамажи, а потом появились и вполне себе самостоятельные модели. Минималистичная упаковка, как видите, даже напечатана просто гарантия, инструкция снизу. Ну что ж, в принципе и неплохо для экономии. И давайте самое главное вот этих вот красавчиков сейчас распакую, а потом про них уже поговорим. А вот такая у нас модель. Кстати, еще в комплекте отверточка для укорачивания браслета. Эта модель называется Islander, островитянин, Bayport ISL 311 версия с синим циферблатом. Там есть разные версии, но мне показалось, что вот такой градиент, да еще и с волнами на циферблате, это вполне себе прикольненько и забавно. Ну, как видите, циферблат вполне самостоятельный. Здесь определенные, да, есть какие-то нотки от Seiko, но в целом модель вполне себе независимая, что интересно. $350 цена, внутри стоит Seiko NH35, рабочая наша любимая лошадка, 200 метров водозащиты, сапфировое стекло, красивая гравировочка здесь, маяк, да, логотип Islander, нет системы быстрой замены по браслету, безель с керамической вставкой на 120 кликов. Ну, немножко тяжело его брать, потому что он такой достаточно гладенький, но зато четкий, приятный. Хороший безель, такой уверенный. Не соскочит никуда. И Superluminova C3 на метках и стрелках. Стальной корпус, стальной браслет, 40 мм заявленный диаметр. Давайте сразу и посмотрим, что получается. Мне кажется, по безелю может быть чуть-чуть больше, 44. А по корпусу что получается? А по корпусу 46. Ладно, значит это так вот, ну, ближе к 40. Значит, такое просто впечатление. Стекло возвышается над корпусом миллиметрика на 1,5 и высота 15 миллиметров. От ушка до ушка, что, то есть, точнее, браслет на 20. И вот от ушка до ушка, что получается, 47,4. Слушайте, ну хорошие такие размеры, и мне кажется, они выглядят крупнее, чем 40 миллиметров. Вот мое запястье 18,5, да. Такая тяжелая, увесистая модель, мужская, высокая достаточно, 15 миллиметров, это вам не шуточка. Но в целом, слушайте, вполне себе по-взрослому, вполне симпатично. И как вот такой вариант микробренда на убой, на лето, с хорошими характеристиками, собственно, почему бы и нет. Понятное дело, что у нас их не купить, продаются они только в США, и вам, естественно, нужен будет посредник и пересыл. Поэтому, как правило, наши люди выбирают что-нибудь с AliExpress, благо, что выборов довольно много. Но интересно и хорошая цена. И мне кажется, это прям достойный вариант. Сейчас, конечно, более детально посмотрим по отделке, но вот по дизайну, по общему впечатлению, знаете, и характеристикам мне нравится. По-моему, все круто, все отлично. Браслет про запас сантиметра 4 есть. Браслет на кнопочках. И что у нас? У нас есть, как положено, кнопочка подстройки. Нажимаем, да, где-то на сантиметр, даже на 1,5 можно подстроить еще под свое запястье. Ну, в общем, Марк торгует давно, как вы знаете, микробрендами, поэтому понимает, что нужно покупателям. И, в принципе, здесь все базовые фишки есть. Все есть. Придраться не к чему по характеристикам, да и по цене тем более. 182 грамм практически, так что я вам сказал, да, они не легкие. И знаете, я так бы видел, конечно, еще на ремешочке. И летом на каучук поставить прям самое то, прям самое то. Особенно здесь тяжеленький корпус. Ну, браслет не самый качественный, понятное дело, в этой ценовой категории. Хотя застежка здесь отличная, все прекрасно. Такая, знаете, наверное, прошлогодняя от ведущих китайских производителей с AliExpress, то, что вот они делали. Окей, нормально, здесь все хорошо, она приятно отделана. Браслет, ну, как бы такой довольно-таки средненький, но в своей ценовой категории он отличный. Он гибкий, он удобный. Понятно, что здесь нет какого-то потрясающего качества по полировке, там, да, это не Сан Мартин, не даже не последний, наверное, Proxima, немножко такой трясущийся. Но окей, вполне себе. Здесь практически весь корпус идет с сатинированием, за исключением вот этих ребер по корпусу по всей длине, с одной и с другой стороны.
И, в принципе, да, все. И немножко у нас есть полировочка по внутренней части, да, где у нас крепится кольцо. На безеле керамическая вставка, и сам безель тоже немножко зеркальная полировка. Нормально. Приятно сделано. Очень приятно сделано. Чуть-чуть, может быть, островат браслет, но в рамках допустимого. То же самое могу сказать про корпус, но тут высокая задняя крышка, так что вам ничего здесь не повредит. Да, и системы быстрой замены нет, хотелось бы иметь, но, опять же, в этой ценовой категории, еще с учетом того, что часы продаются в США, то есть все эти налоги там платятся, и, в общем, я думаю, что это максимум, что Марк смог вообще выжать из этой цены и из этих характеристик, и я тут даже ни к чему придираться не буду. Это очень круто. Это круче, чем Seiko 5, которые, да, можно примерно за ту же сумму купить. Здесь все отлично. Здесь сапфир, здесь керамика. Seiko 5 такого, конечно же, не предложит. И мне нравится циферблат. Он очень приятно сделан. Посмотрите, такой волнистый, градиент, объемный, накладные метки. Стрелки тоже сатинированные, частично скелетонированные. Приятный, кстати, логотип и достаточно минималистично здесь. Ну, дата, понятное дело, еще есть. Дата, по-моему, черная здесь. Но с учетом того, что градиент практически в черный уже уходит, очень даже гармонично смотрится. И вообще такие хорошие, крепкие, сбитые часы. Класс, слушайте, мне нравится дизайн. Да, понятно, что они среди десятков похожих дайверов вряд ли чем-то таким выделяются, но они сделаны приятно, у них отличные характеристики, классная цена. Какие вопросы? Никаких, мне нравится. Отличная модель на каждый день, на повседнев. Я примерно такого и ожидал от Islander. Наверное, даже они оказались лучше, чем мне казалось, да, по всяким обзорам, рендерам, потому что фанаты любят эти часы, они достаточно неплохо продаются. И, опять же, с учетом цена-качество, здесь все в порядке. Напишите, как вам эта модель, что может быть еще из Islander'ов показать, что может быть еще из микробрендов показать. А на этом у меня все. Всем пока, с вами был Дэн, конечно же. Увидимся.